Всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам делаю что-то египетское. Египетское, и сегодня я буду делать безелью. Безель — это египетское блюдо, без которого не обходится ни одно застолье практически, поэтому какие нам продукты потребуются. Мы делаем все из расчета на килограмм помидор. Значит, нам потребуется килограмм помидор, 250 грамм безели, 1 луковица, подсолнечное масло и соль, перец по вкусу. И томатная паста. Значит, первое, что мы делаем. После того, как мы промыли помидоры, мы их просто нарезаем. Нарезаем на 4 части каждый помидор. Помидоры порезали. Значит, ничего страшного, если вот эти мы оставляем, не удаляем вот эти части от помидора. Потому что все у нас сейчас пойдет в миксер. Измельчим все в миксере и потом процедим все это и оставим только томатный сок. То есть вот эти все измельченные кожура и всякие косточки, они останутся, соответственно, у нас отдельно. Значит, закладываем помидоры вот так вот в наш миксер и заливаем воды, ровно, чтобы она у нас на немного прикрывала помидоры. И дальше измельчаем в миксере наши помидоры. Измельчили наши помидоры, вот так оно получается. И сейчас будем процеживать. Если оно так не проходит, возьмите ложечкой и помешивайте, чтобы оно проваливалось. Потому что там семечки или какие-то еще остатки, они не дают доходить к томатному соку. То есть увидите вот эти вот все мелочи, вся вот эта вот косточки, оно все остается здесь. Так как в Египте помидор — это самый дешевый овощ, и египтяне едят его очень много и потребляют его практически во все свои блюда, вот эта вся кашица, она, соответственно, у нас выбрасывается. И наливаем следующую порцию. И точно так же процеживаем. Весь томатный сок у нас ушел. Это мы тоже выбрасываем. И вот то, что у нас получилось. У нас получился как томатный сок, настоящие помидоры и, соответственно, вода. Отставляем это в сторону. И следующее, очищаем и нарезаем лук. Нарезаем наш лук. Нарезали наш лук. И дальше берем небольшую кастрюльку для того, чтобы поджарить наш лук на подсолнечном масле. Подсолнечное масло по-арабски называется зейт. Лук, соответственно, басаль. Поставили на плиту небольшую емкость. Наливаем туда подсолнечное масло. Разогреваем подсолнечное масло и добавляем наш лук. Подсолнечное масло разогрелось, и теперь мы добавляем наш лук. Убавляем огонь и поджариваем на небольшом огне наш лук. Не ужариваем его, только чтобы он немножко пожелтел и стал мягким. Но египтяне выжаривают его до черноты вообще. Для того, чтобы сальска сама вот эта вот была темная. Наш лук поджарился. Вы можете не ужаривать, если вам не нравится сильно пережаренный. И добавляем сейчас сюда нашу томатную пасту. Все это перемешиваем. И оставляем так вот вариться, пока вода не начнет у нас испаряться. Наша сальса, она кипит сейчас. Значит, вода должна постепенно начать испаряться. И сальса начнет густеть. Потому что сейчас она как вода. Нам нужно, чтобы консистенция у нее
Потом уже в конце стала как соус, такая густая. Можете сделать побольше огонь, чтобы быстрее вода испарилась. Можете добавить соль, перец, если вы любите. И закрываем крышку. И ждем, пока вся вот эта вода испарится. Для цвета я еще решила добавить 2 столовые ложки томатной пасты. Сейчас мы видим, что наши помидоры уже густеют. Пузырится уже не так быстро, достаточно тяжелый стал уже у нас наш отвар. Теперь самое время нам добавить наш горох. Перемешаем. И уже варим. То есть видите, какой густой уже стал. И сейчас мы варим уже до готовности нашего гороха. Тогда уже, когда горох приготовится, наша безелье уже будет считаться готовой. Накрываем крышкой и ждем. Вы также можете добавить 1 столовую ложку маргарина. Так обычно делают египтяне для большего вкуса. Сейчас проверим нашу безелью. Все, безелье наша готова. Вот такая вот у нее консистенция получается. Если вы не любите много гороха, можете класть поменьше. И сейчас разложим на тарелке. Я вам хотела сказать еще, как египтяне делают вот такой рассыпчатый. То есть если вы сварите своему мужу кляклы египтянина, он никогда его есть не будет. В чем секрет? Сейчас я попробую. Секрет этого риса в том, что, во-первых, рис варится 1 к 1. 1 стакан воды, 1 стакан риса. Не 1,5, не 2, 1 к 1. Кладете рис в холодную воду и варите на маленьком огне. В чем секрет именно, чтобы он так разваливался? Когда начинаете варить, добавляйте 1 столовую ложку подсолнечного масла. И вот это подсолнечное масло, когда рис выварится, оно как раз и даст этот эффект. То есть рис не будет слипаться, а будет рисинка к рисинке. Ну и в принципе все. И потом вы можете добавить по вкусу масло там или что вы добавляете, или ничего не добавляете. Вот такая вот получается как бы вкусняшка. В принципе достаточно дешево. Почему египтяне это и едят? То есть это одни овощи. Рис – это основная еда египтян. Рис, помидоры, горох. Вот. Приятного аппетита. Спасибо. Если видео понравилось, нажимайте лайк. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. На сегодня у меня все. Всем пока.